Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о полезных детских книгах, которые мы с Сашей читаем летом. Под видео вы увидите список всех этих книг, и если вас заинтересует только одна конкретная книга, чтобы не смотреть все видео, кликните на ссылку рядом с этой книгой. Итак, первая книга называется «Замечательные соседи». Книга, на мой взгляд, удивительная, совершенно не похожая на те, которые мы читали до этого. Она рассказывает о том, как может измениться жизнь одного жильца благодаря соседям, а также о том, стоит ли вообще бояться перемен. Мне очень нравится, как сказано в аннотации, стоит ли бояться перемен. Добрая история оказывается не такой уж простой, если над ней хорошенько подумать. Итак, на каждой страничке изображен один и тот же дом, и перелистывая страницы, мы видим, как изменяется сам дом и его жильцы. Текста в книге совсем немного, но его вполне достаточно для того, чтобы понять суть происходящего и увидеть перемены. Эту книгу очень интересно рассматривать, интересно выискивать отдельных персонажей и замечать изменения, которые с ними произошли. Мы уже читали книгу раз 50, и каждый раз замечаем что-то новое. Саша от книги в восторге, и ей очень нравятся забавные картинки. У нее даже появился любимый персонаж, полицейский, которого она выискивает и рассматривает на каждой страничке. Эта книга не только и не столько, наверное, для чтения, сколько для рассматривания, развития наблюдательности и анализа. Следующая книга «Над землей и под водой». В двух словах эту книгу я могу описать так. Ух ты! Серьезно, я никогда не видела таких книг и рассматриваю ее с не меньшим интересом, чем Саша. И каждый раз говорю «Ух ты!». О чем эта книга? Книга о том, как выглядит наша планета. Ребенок совершает путешествия в разные уголки Земли и узнает интересные факты. Можно сказать, это своеобразная энциклопедия, только очень наглядная и очень интересная. На каждом развороте находится пейзаж. И здесь, например, мы видим ледники. И если раскроем большой разворот, увидим то, что находится под ледниками. А заглянув в окошки-секретики, которые так любят дети, мы увидим то, что скрыто от наших глаз. Здесь окошечко тоже есть. Например, в этом окошечке мы видим медведей, которые спрятались в берлоге. Книга просто удивительная, она захватывает, пробуждает детскую и не только детскую любознательность. И даже наша бабушка ахнула, когда увидела эту книгу. Например, вот еще такой разворотик. Это у нас, посмотрим, что это у нас в тропическом лесу. И здесь тоже есть такие разворотики, клапаны. И еще у нас появились замечательные развивающие тетради автора Анхельс Наваро. Анхельс Наваро – испанский психолог, который специализируется на психомоторной игровой терапии. Одна тетрадь для изучения букв, другая – цифр. Я давно хотела купить для Саши что-нибудь для прописывания и чтения букв и слов, и вот теперь у нас есть тетрадь буквы. Она рассчитана на детей от 4 лет. Здесь есть очень интересное и оригинальное задание для систематизации знаний букв алфавита. Найти букву, соотнести картинку со словом, найти правильное написание слова. Например, одно из заданий – соотнести слово, написанное с картинкой. Больше всего Саше понравились наклейки, которые идут в комплекте с этой тетрадью. У нас уже не осталось здесь, как видите, ни одной наклейки. Саша быстро их расклеила по заданиям. Говорю искренне, тетрадь очень хорошая. Если задание из обычных прописей Саша выполняла не всегда с охотой, то эти она делает с большим удовольствием. Кстати, здесь есть задания, в которых слова прописаны разными шрифтами. Прописными и строчными буквами, жирным шрифтом, курсивом, с разной толщиной и высотой букв. Мне кажется, очень важно, чтобы ребенок начинал знакомиться с разными вариантами печатных букв. Сейчас я попробую найти это задание. Вот это задание с разными шрифтами. Вторая тетрадь цифры также рассчитана на детей от 4 лет,
и призвана помочь повторить цифры от 0 до 20, научить их прописывать рукой и повторить сложение. Эта тетрадь тоже с наклейками, чему ребенок будет очень рад. Здесь у нас еще немного наклеек осталось. Саша не успела все расклеить. В тетради очень много оригинальных заданий, которые мне тоже понравились. Например, здесь задание раскрасить цифры, прописать их рукой, и цифры размещены на гирляндах. Это ассоциируется у ребенка с праздником, наверное, здорово. Саше понравилось. Или вот это, разложить конфетки в баночке, а на баночке написана цифра, то есть столько конфеток определенного цвета должны находиться в конкретной баночке. Саша еще не доделала это задание, но ей понравилось. Следующая книга, о которой я хочу рассказать, называется «Играй». В ней собраны самые интересные детские игры со всего мира. Пожалуй, это самая увесистая книга из всех наших книг. Игры тут собраны абсолютно разные, настольные, уличные, спокойные, активные, и в них можно играть с друзьями, всей семьей или в одиночку. Игры подойдут для деток разного возраста, думаю, от малышей 2 лет и до подростков, а некоторые даже для компании взрослых людей. Игру в книге можно выбирать по названию, либо по стране происхождения. Есть игры совсем простые, которые не требуют подготовки и использования предметов, а есть более сложные, которым нужно готовиться и потратить некоторое время для понимания правил игры. Когда я читала описание игр, то мне стало очень жалко современных детей. Я вспомнила о том, как в моем детстве мы играли в огромное количество подвижных дворовых игр, из тех, которые помню, лапта, салки, цепи. И современные дети, к большому сожалению, знают очень мало игр. Я говорю это не голословно, наблюдаю это ежедневно на детских площадках, на которые мы гуляем с моими детьми. Современным детям жизненно необходимы такие книги. Я бы даже сказала, современным родителям жизненно необходимы такие книги, и современные родители должны научить своих детей этим играм, потому что по какой-то причине наши дети уже не знают очень многих игр, и им нужен человек, который расскажет хотя бы о тех играх, в которые играли мы когда-то. Ну и здорово будет, если будут какие-то новые интересные игры. Поэтому искренне советую эту книгу родителям прежде всего. И хочу рассказать об одной очень простой игре из этой книги. Она называется «Тик-так». Это шотландская игра. Она очень простая, я сейчас прочту условия игры. Количество игроков 2. Тут есть рисунок этой игре. Правила такие. Игроки становятся друг к другу лицом на расстоянии около 5 метров. Оба одновременно начинают идти навстречу друг другу, переставляя ноги так, чтобы пяткой одной касаться носка другой. И побеждает тот, кто при встрече наступает на ногу противника. На самом деле очень-очень простая игра, которая не требует никакой подготовки, никаких знаний особенных, но детям должно понравиться. Очень здорово, что в книге есть список предметов с фотографиями, которые понадобятся для всех игр из книги. Вот здесь есть раздел, который так и называется «Что нужно для игр?». И мы видим разные фотографии предметов, например, мелки, нужные для некоторых игр, или мячики, или игральные кости. И мне очень понравилось то, что автор рассказывает о том, как самому сделать нужный предмет или заменить на то, что уже есть в доме. То есть родителям не обязательно покупать оснащение для игр, можно обойтись тем, что имеется. Например, если нет маленьких стеклянных шариков, которые нужны для некоторых игр, можно использовать сухофрукты, а вместо мелких предметов взять обычные желуди или камушки. В книге также говорится о том, как самому сделать крепкие долговечные фишки, а также приводятся образцы разных игровых досок. Для некоторых настольных игр нужны игровые доски, и автор говорит о том, что не обязательно покупать эти доски, можно взять шаблоны из книги, распечатать их, наклеить на что-то
твердая, можно заламинировать, обклеить скотчем, чтобы они были более долговечными, и использовать для игр. То есть это здорово. Тут есть несколько таких досок, для каждой игры своя. Мне эта идея очень понравилась. Я думаю, что мы что-нибудь попробуем. Последняя книга, о которой я хочу сегодня рассказать, называется «Следуй за линией вокруг света». Из книги малыши узнают о том, как выглядит наша планета, кто обитает в пустыне и Арктике, русской тайге и других местах. В книге много рисунков и немного текста, интересных фактов. Необычно в этой книге то, что рисунки нарисованы одной непрерывной линией. Эта линия начинается на обложке и продолжается далее, идет по всей книге и заканчивается в самом-самом конце. Хоп, и здесь. Во время чтения малышу можно предложить следить за линией пальчиком, и это должно его заинтересовать и сделать чтение более увлекательным, превратить ребенка из пассивного слушателя в активного. Кроме того, это закрепит умение выдерживать направление чтения слева направо, что исключит в будущем некоторые проблемы с освоением грамоты. Книга очень простая, простые понятные рисунки, без лишних деталей и несложный текст, как раз то, что необходимо деткам-дошкольникам. На сегодня все. С вами была Оксана Васильева. До новых встреч!